Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую интересную, красивую, яркую модель носочков-следочков. Размер данной модели 38-39. Выполняется она без швов на двух спицах. А как изменить размер, я расскажу в процессе выполнения. Работу мы с вами начнем с выполнения задней части. Научимся выполнять узор листочки. Затем сформируем пяточку. Продолжим вязать, выполним полотно подошвы, полотно носочной части. И после этого выполним верхнюю часть. Затем украсим наши носочки декором из цветочков. Для работы мы будем использовать полушерстяную пряжу двух различных цветов. Нам понадобятся спицы, ножницы, сантиметровая лента, иголочка, также крючок для выполнения цветочков, бусины для украшения. Приступаем к выполнению. Классическим набором на 2 спицы мы наберем 31 петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, наберем все петли. Мы набрали 31 петлю, и первые 4 ряда мы выполним резинкой 1 на 1. И приступаем к выполнению первого ряда резинки. Кромочную снимаем, далее вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы продолжим вязать до конца ряда. В изнаночных рядах мы будем вязать, как смотрят петли. Всего выполним 4 ряда. Мы с вами провязали 4 ряда резинкой 1 на 1. И дальше переходим на выполнение основного узора, листочки. И приступаем к выполнению первого ряда узора. Кромочную снимаем. Далее провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем из следующей лицевой петли для выполнения листочка нам необходимо вывязать 5 петель. Для этого заводим правую спицу за заднюю долечку петли, захватываем рабочую ниточку, выполняем первую петлю, не сбрасывая с левой спицы накид, вторая петля, заводим в саму петлю, захватываем рабочую ниточку, третья петля, накид, четвертая петля. Точно так же заводим, захватываем рабочую ниточку и выполняем последнюю 5-ю петлю. И только после этого мы сбрасываем. То есть из одной петелечки мы с вами вывязали 5 петель. Это раппорт в ширину, то есть 6 петель, раппорт в ширину. Дальше мы повторяем 5 изнаночных, и снова из одной петли выполняем 5. Захватываем рабочую ниточку, накид, снова захватываем рабочую ниточку, накид и выполняем последнюю 5-ю петлю. После этого сбрасываем и повторяем. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных и выполняем листик. Захватываем рабочую ниточку, затем накид, снова вывязываем 3-ю петлю, накид 4-ю и 5-ю. После этого сбрасываем. Дальше 5 изнаночных, выполняем последний листочек в этом ряду. Все точно так же: 1, 2, 3, 4, 5-я петелечка. Мы провязали 4 раппорта в ширину, остается 5 петель. Это петли симметрии узора, провязываем их изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5 и кромочной изнаночной петлей.
Первый ряд узора готов. Работу переворачиваем. И в изнаночном ряду будем вязать, как смотрят петли. То есть мы кромочную снимаем. Над лицевыми петлями мы провязываем лицевые. Те петли, которые мы вывязывали из 1,5, мы провяжем изнаночными. И дальше мы повторяем над лицевыми лицевые, а получится те петли, которые мы добавляли, мы будем вязать изнаночными. И так до конца ряда. Мы с вами провязали уже 2 ряда узора листочки и приступаем к выполнению 3-го ряда. И будем выполнять так. Кромочную мы снимаем, затем 5 изнаночных, далее 5 лицевых, снова 5 изнаночных, затем 5 лицевых. Так мы будем чередовать до конца ряда, а в 4-м изнаночном провяжем, как смотрят петли. Мы провязали 3-й ряд до конца, выполнили 4-й, как смотрят петли, и теперь приступаем к выполнению 5-го ряда. Кромочную снимаем, и снова мы будем чередовать 5 изнаночных, затем 5 лицевых, пять изнаночных, и 5 лицевых. Так мы провяжем до конца 5-го ряда. В 6-м, как смотрят петли. Мы приступаем к выполнению 7-го ряда. Кромочную снимаем, затем провязываем 2 изнаночные. Далее из этой петли мы будем выполнять 5 петель, как и ранее, но захватываем мы в данном случае переднюю долечку петли. Захватываем рабочую ниточку, 1-я петля, накид, 3-я петля, накид и 5-я петля. После этого мы сбрасываем петлю с левой спицы. Выполнили из 1 петли 5, начали выполнение 2-го ряда листочков, далее 2 изнаночные. Теперь мы завершаем выполнение этого листика. Для этого 5 лицевых петель, которые у нас сейчас на спицах, мы должны провязать вместе, 5 вместе лицевой. И немножко подтягиваем. Наш листочек первый готов. Дальше мы будем повторять. Сначала 2 изнаночные. Из следующей изнаночной петли выполняем 5 петель. Захватываем переднюю долечку петли, затем рабочую ниточку вытягиваем, 1-я петля, накид, 3-я петля, накид и 5-я петля. Сбрасываем. Выполнили. Затем 2 изнаночные. И снова 5 лицевых петель мы должны будем провязать вместе лицевой петлей. Завожу правую спицу, захватываю все 5 петелечек и провязываю вместе лицевой петлей. Подтягиваю. Повторим еще раз. 2 изнаночные, затем из 1 петли 5, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, сбрасываем, 2 изнаночные и 5 лицевых мы выполняем вместе лицевой. Так мы провяжем до конца ряда. В изнаночном ряду, как смотрят петли, те петли, которые мы добавляли, провяжем изнаночными. Мы с вами провязали 8 рядов узора листочки и приступаем к выполнению 9-го ряда.
кромочную петлю снимаем, затем 2 изнаночные, 5 лицевых, затем 5 изнаночных, далее повторяем 5 лицевых, 5 изнаночных. И так мы будем вязать до конца ряда в изнаночном ряду, как смотрят петли. Сейчас мы приступаем к выполнению 11 ряда узора. И будем вязать так. Кромочную снимаем, 2 изнаночные, 5 лицевых, 5 изнаночных, снова 5 лицевых. И так мы продолжим вязать до конца ряда, а в изнаночном ряду, как смотрят петли. Сейчас мы приступаем к выполнению 13 ряда узора. И будем выполнять так. Кромочную снимаем, 2 изнаночные, завершаем листочек. Для этого 5 лицевых петель мы должны провязать вместе лицевой петлей, подтягиваем, затем 2 изнаночные, из следующей петли мы выполняем 5, захватываем переднюю долечку, 1 петля, накид 2, 3, 4, 5, сбрасываем, затем 2 изнаночные, завершаем следующий листочек, 5 вместе лицевой, подтягиваем, затем 2 изнаночные, и снова из следующей петли мы выполняем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, сбрасываем, 2 изнаночные. И так мы выполним до конца ряда. В 14 изнаночном ряду, как смотрят петли, те петли, которые добавляем, провязываем изнаночными. Вот так сейчас выглядит наше полотно. Мы с вами провязали 14 рядов. Это раппорт в высоту данного узора листочки. Чтобы продолжить дальше, нужно повторять с 3 по 14 ряд. В нашем случае нам необходимо закончить выполнение еще одного ряда листочков. Для этого мы свяжем во втором раппорте 8 рядов с 3 по 8. Но как провязать 7 и 8 я вам покажу. Все остальные ряды без изменений. Я продолжила работу, и во втором раппорте в высоту я выполнила с 3 по 6 ряд. И в 7 ряду мы немножко изменим узор, то есть мы просто закончим выполнение листочков, а новую группу листиков уже вывязывать не будем. Посмотрим, как это выполнить. Кромочную мы снимаем, провязываем 5 изнаночных и завершаем выполнение листочка. 5 вместе лицевой и подтягиваем. Снова 5 изнаночных, следующие 5 петель мы провяжем вместе лицевой петлей и подтягиваем. Ну, и так продолжим до конца ряда, а в изнаночном ряду все петли лицевые. Я провязала в изнаночном ряду все петли лицевые. Сейчас мы переходим на выполнение изнаночной глади и будем формировать полотно пяточки. Всего мы провязали от наборного края ровно 24 ряда. Для формирования пяточки нам необходимо будет выделить центральных 11 петель. И как ее формировать, давайте посмотрим. Сейчас кромочную снимаю и провязываю 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4,
мы довязали до центральных 11 петель, которые у нас для пяточки, и вяжем теперь эти 11 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю полотна пяточки с петлей полотна ранее выполненного мы будем вязать вместе изнаночной петлей. Провязали, и теперь работу переворачиваем и будем провязывать только 11 петель пяточки. Первую петлю мы снимаем, мы будем выполнять полотно изнаночной гладью, соответственно в изнаночных рядах у нас все петли лицевые. Провязываем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю полотна пяточки со следующей петлей полотна провязываем вместе лицевой петлей. Переворачиваем. Первую петелечку снимаем, вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю с петлей полотна вместе изнаночной. Переворачиваем. Первую петелечку снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11 петлю с петлей полотна провязываем вместе лицевой. И повторим наше действие. Первую петелечку снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Последнюю 11 с петлей полотна провязываем вместе изнаночной. Работу переворачиваем, кромочную снимаем и провязываем все петли лицевые. Последнюю 11 петлю с петлей полотна мы провяжем вместе лицевой петлей. Посмотрим, что у нас получается. Вот у нас уже загибается наше полотно, формируется пяточка, и наша задача провязать до тех пор, пока на спицах не останется 11 петель. Вот сейчас на спицах у меня осталось 11 петель. Мы закончили с вами формирование полотна пяточки. Вот так выглядит полотно. И сейчас я покажу, что мы дальше будем с вами делать. То есть мы с вами выполнили вот эту часть. Для того, чтобы продолжить работу по кромочным петлям уже выполненного полотна с двух сторон, нам необходимо будет добрать по 9 петель. И дальше мы продолжим работу. Вот сейчас мы будем добирать петли с двух сторон. Работу переворачиваю на изнаночную сторону, там где мы закончили выполнение последнего ряда из 11 петель. И вот кромочные петли полотна мы должны добрать 9 петель. Мы сейчас с изнаночной стороны и добираю следующим образом. Завожу правую спицу вот таким образом и захватываю дальнюю долечку кромочной петли. И выполняю первая петля, затем точно так же во вторую кромочную вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и последняя девятая петелечка. Добрали петли с одной стороны, работу переворачиваем и мы распределим петли под узор. Как вы видели, я выполняла листочки с обеих сторон. Сейчас кромочную снимаю, провязываю 2 изнаночные, 1 лицевая, это петелечка под листик, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Мы распределили те петли, которые добрали под узор.
Дальше мы провязываем 11 изнаночных петель. Это уже петли подошвы. И теперь по кромочным петлям с этой стороны полотна мы также доберем 9 петель. При этом добираем мы с лицевой стороны. Сейчас спицу я немножко уберу. Так. Добираем с лицевой стороны и будем подхватывать ближнюю долечку петли. Вот таким образом. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая петля. Добрали, переворачиваем работу, и мы должны сохранить симметрию с двух сторон. Мы будем выполнять листочек, и здесь мы вяжем так: кромочную снимаем, 2 лицевые, 1 изнаночная, это петелечка под листочек, дальше 5 лицевых, это те петли, которые мы добирали, и дальше мы вяжем, как смотрят петли, то есть над лицевыми лицевые, а над изнаночными изнаночные. Одна изнаночная, 2 лицевые и кромочная изнаночной петлей. Ряд по распределению мы провязали, 2 ряда провязали лицевой, изнаночный, и теперь приступим к выполнению ряда с листочками. Кромочную мы снимаем, 2 изнаночные, и теперь из этой петли лицевой мы должны выполнить 5 петель. Все точно так же, как и в начале работы. Захватываем рабочую ниточку, накид, захватываем накид, захватываем и сбрасываем. Оставшиеся петли мы провязываем изнаночными, и в конце ряда выполним второй листочек. Вот 1 лицевая, из нее мы точно так же выполняем 5 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, затем сбрасываем и 2 изнаночные, кромочная изнаночной петлей. В изнаночном ряду, как смотрят петли. Для формирования наших листочков в начале и конце ряда сейчас мы провязываем, как в третьем ряде узора, то есть кромочную мы снимаем, 2 изнаночные, 5 лицевых, дальше все петли у нас изнаночные до листика в конце ряда, то есть мы с вами провязываем, как смотрят петли. Так мы выполним третий, вот этот ряд третий, четвертый, пятый и шестой ряды. Мы с вами провязали третий, четвертый, пятый и шестой ряды узора листочки. И теперь в седьмом ряду мы завершим выполнение листиков. Сейчас кромочную снимаем, 2 изнаночные. Следующие 5 лицевых петель для завершения выполнения листочка мы провяжем вместе лицевой петлей. Подтягиваем, затем мы провяжем до конца ряда изнаночные петли и завершим выполнение второго листика. Довязали, и точно так же здесь мы провяжем 5 вместе лицевой петлей. Подтягиваем, 2 изнаночные
и кромочной изнаночной петлей. Посмотрим, что у нас получилось. Вот с двух сторон, где мы добирали петли, мы выполнили по одному листику. По желанию вы можете продолжить выполнять эти листики. Я дальше буду вязать изнаночной гладью, и всего от того места, где мы добирали петли, я провяжу 26 рядов. От того места, где мы добирали петли, как ранее я уже сказала, я продолжила работу и провязала всего 26 рядов. Если считать по кромочным, это 13 кромочных. И теперь мы делаем измерение от начала пяточки до того места, где мы сейчас провязываем, около 17 сантиметров. Это для размера 38-39, где длина стелечки 24-25. То есть это расстояние приблизительно равно 2/3 длины стелечки. Соответственно, если вы хотите размер больше, то вы провязываете немножко больше. Если же меньше, то вяжете меньше, чем 26 рядов. И сейчас мы приступим к выполнению носочной части. Для выполнения носочной части мы будем продолжать вязать изнаночной гладью и выполнять ряды с равномерными убавлениями. Первый такой ряд с убавлениями вяжем так. Кромочную петлю снимаем, затем следующие 2 изнаночные петли провязываем вместе изнаночной. Далее 10 изнаночных. Затем следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали, снова 10 изнаночных. И остается выполнить убавление перед кромочной. 2 оставшиеся петли провязываем вместе изнаночной петлей. Кромочная, изнаночная. Первый ряд с убавлениями готов. В изнаночном ряду все петли лицевые. Приступаем к выполнению второго ряда с убавлениями. Кромочную снимаем, выполняем убавление в начале ряда, провязываем 2 вместе изнаночной, затем 8 изнаночных, выполняем убавление в центре носочной части. Для этого провязываем центральные 3 петли вместе изнаночной, снова 8 изнаночных, и убавление в конце ряда. Перед кромочной 2 петли провязываем вместе изнаночной, кромочную также изнаночной. Второй ряд с убавлениями готов. В изнаночном ряду как смотрят петли. В следующем ряду с убавлениями будем выполнять так. Кромочную снимаем, следующие 2 петли 2 вместе изнаночной, затем 6 изнаночных, далее 3 центральные петли мы провяжем вместе изнаночной, снова 6 изнаночных, и убавление в конце ряда 2 вместе изнаночной и кромочной изнаночной петлей. В изнаночном ряду без изменений. Выполняем следующий ряд с убавлениями. Кромочную снимаем, в начале ряда 2 вместе изнаночной, далее 4 изнаночные, центральные 3 петли провязываем вместе изнаночной, снова 4 изнаночные, и перед кромочной в конце ряда
2 вместе изнаночной, кромочная, также изнаночной. В изнаночном ряду все петли лицевые. И сейчас мы выполним последний ряд с убавлениями. Вяжем так: кромочную снимаем, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной, затем 2 изнаночные, центральные 3 петли, как и ранее, также провязываем 3 вместе изнаночной, снова 2 изнаночные, и остается провязать последнее убавление перед кромочной, 2 вместе изнаночной, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду без изменений. На спицах у нас осталось 9 петель. Эти 9 петель для верхней части. Выполняя верхнюю часть, мы будем присоединяться к ранее связанному полотну с 2 сторон. И как это сделать, давайте посмотрим. Продолжаем вязать изнаночной гладью. Я кромочную снимаю и провязываю до конца ряда петли изнаночные. Кромочную петлю в конце ряда пока не провязываем, рабочую ниточку оставляем перед работой и саму кромочную петлю переносим. Присоединяться мы будем к кромочным петлям ранее связанного полотна. При этом начинать присоединение будем, пропустив первую кромочную со второй и захватывая ближнюю долечку кромочной петли, это с лицевой стороны полотна. Захватили, вернули назад непровязанную кромочную петлю, и эти 2 петли провяжем вместе изнаночной. Провязали, работу переворачиваем, снимаем кромочную и провязываем все петли лицевые. Рабочую нить оставляем за работой, кромочную пока переносим. И точно так же мы будем присоединяться к кромочным петлям. При этом первую кромочную мы пропускаем, начнем присоединение со второй и захватывать мы будем дальнюю долечку петли. Возвращаем назад непровязанную кромочную и эти 2 петли свяжем вместе, провяжем вместе лицевой. Присоединение один раз с 2 сторон мы выполнили, переворачиваем. Снимаем кромочную, вяжем до конца ряда. Рабочая нить перед работой, кромочную мы переносим. Вот следующее кромочное полотно, мы захватываем ближнюю долечку к нам, возвращаем назад непровязанную петлю и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной. Переворачиваем работу, снимаем кромочную, вяжем все петли лицевые. Рабочая ниточка за работой, переносим кромочную, разворачиваем для удобства к себе полотно. Вот уже следующая кромочная, захватываем дальнюю долечку, переносим назад непровязанную петлю и эти 2 петли вместе лицевой. Дважды мы уже присоединились. Ну, повторим наши действия. Снимаем кромочную, провязываем до конца ряда. Теперь рабочая ниточка перед работой, кромочную петлю мы переносим, подхватываем ближнюю долечку следующей кромочной петли полотна, возвращаем назад непровязанную петлю и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной. Разворачиваем работу, снимаем кромочную, вяжем лицевые петли до конца ряда. Рабочая ниточка за работой, кромочную переносим, подхватываем в следующей кромочной петле полотна дальнюю долечку петли, возвращаем непровязанную петлю и эти 2 петли провяжем вместе лицевой петлей. Сейчас посмотрим, что у нас получается, и я расскажу, что мы будем делать дальше.
Вот у нас уже формируется верхняя часть. Мы с вами с двух сторон полотна выполнили присоединение к 3 кромочным петлям. Всего мы провяжем изнаночной гладью дальше, присоединяясь еще к 6 кромочным. Последнюю шестую после 3 присоединенных я сейчас обозначу маркером. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Когда мы выполним это присоединение, мы начнем в верхней части вывязывать узор листочки. И как это выполнить, я вам покажу. Я продолжила присоединение верхней части, как мы с вами и говорили, к 9 кромочным от начала присоединения. И сейчас по центру нашей верхней части я начну выполнять листочек. Для этого мы свяжем так. Кромочную снимаем, 3 изнаночные. Из центральной петли я вывязываю 5 петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Затем 3 изнаночные. И мы выполняем присоединение. Работу переворачиваем. Кромочную я снимаю, провязываю 3 лицевые, добавленные петли мы вяжем изнаночными. Снова 3 лицевые. Выполняем следующее присоединение. Ну и дальше само присоединение у нас остается таким, как и ранее, в каждой кромочной петле. А сам листочек мы выполняем точно так же, как вязали раньше. То есть сейчас мы должны будем провязать 3, 4, 5 и 6 ряды узора, а в 7 закончить выполнение листика. Я провязала полностью ряды листочка, а затем выполнила еще 2 ряда изнаночной глади. И сейчас выполним в полотне 2 листика. Будем распределять петли так. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, из следующей петли выполняем 5, 1, 2, 3, 4, 5, затем 3 изнаночные. Снова вывязываем листочек, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная, и выполняем присоединение, как и ранее. Распределение под 2 листочка мы выполнили. Сами листики я выполню точно так же, как и ранее. Продолжу присоединяться. И последние 4 ряда при присоединении я выполню резинкой 1 на 1. Я продолжила работу, выполнила полностью еще 2 листочка. Как и говорила ранее, последние 4 ряда выполняю резинкой 1 на 1. Последнее присоединение с этой стороны полотна я уже сделала. Сейчас переворачиваем на изнаночную сторону. Я петли буду закрывать, провязывая лицевыми. И также выполню в конце ряда последнее присоединение. Вы можете закрывать петли, как вам больше нравится, любым другим способом. Вот сейчас получается последнюю петелечку кромочную мы переносим, как и ранее. Захватываем, вот в конце лучше захватить обе дулечки кромочной петли полотна, возвращаем кромочную, затем ту петлю, которую мы оставили после закрытия петель, и все эти петли провязываем вместе лицевой петлей. Работу мы с вами закончили. Наш следочек готов. Ну, посмотрим, как это выглядит в объеме. Вот такие интересные следочки у нас получились. Можно оставить так, но по желанию вместе с нами вы можете выполнить декор в виде беленьких цветочков. Как их вязать, я сейчас покажу. Приступаем к выполнению цветочка для декора наших носочков.
Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединительной петлей соединяем в кольцо. Выполнили. Далее 3 воздушные петли подъема. И в образовавшееся колечко провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Затем 2 воздушные петли и в колечко провязываем столбик без накида. Мы с вами выполнили первый лепесточек. Далее продолжаем. 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом в колечко, 2 воздушные петли и столбик без накида также в колечко. Выполнили второй лепесточек, снова 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом в колечко, 2 воздушные петли и столбик без накида в колечко. У нас получилось 3 лепесточка. Для завершения работы я выполняю соединительную петлю в воздушную петлю подъема и свяжу цветочек с 3 лепесточками. Во втором я выполню 4 таких лепесточка и в третьем 5. Вы можете выполнить любые другие цветочки для украшения. Сегодня мы с вами научились выполнять вот такие яркие и стильные носочки. Я желаю вам творческих успехов!